Всем привет, с вами Иван Хорев. Сегодня наш рассказ пойдет о немецком истребителе 6-го уровня Bf-109F «Фридрих». Данный аппарат является более совершенным боевым самолетом по сравнению с Bf-109E, на котором мы летали на 5-м уровне. Даже в базовой комплектации «Фридрих» начисто уделывает своего предшественника по летным характеристикам. Возросла и без того немаленькая высотность, серьезно увеличилась скороподъемность. Вот только поначалу Bf-109F не может похвастаться знатным вооружением. Из нестоковых орудий в нашем активе только 15-миллиметровая пушка-пулемет, доставшаяся от Эмиля. Но не надо рвать волосы на голове. В топе у нас опять будет 3 двадцатки, причем более скорострельные и разрушительные. Правда, в угоду высокой огневой мощи придется пожертвовать маневренностью. А все потому, что 2 пушки перекочевали из крыльевого вооружения в подвесное. Из-за этого топовый «Фридрих» проигрывает своему топовому предку полсекунды в вираже. Чем наш самолет отличается от предыдущего, мы узнали. Теперь разберемся, как Bf-109F чувствует себя среди одноклассников своего уровня. Начнем с прочности. Тут все просто. Сменить фюзеляж у нас возможности нет, но «Фридрих» и без этого не обделен хитпоинтами. Крепче нас на уровне всего 3 самолета — американцы и Фокке-Вульф А5. Также, вне зависимости от конфигурации, наш самолет самый высотный. Даже американцам будет не просто с нами тягаться, не говоря уже о машинах других наций. А вот с огневой мощью дела обстоят поинтереснее. На «Фридрихе» можно использовать 2 разных комплекта вооружения, кардинально влияющие на скорость. Первый вариант пулеметный, с одной 15-миллиметровой пушкой. В этом случае «Фридрих» получает к своей умопомрачительной высотности еще и внушительную скорость, позволяющую ему тягаться с «Мустангом» и Як-1М. Правда, с таким вооружением нам придется близко подлетать к врагу и расстреливать его практически в упор. Второй вариант совершенно противоположен по характеристикам. 3 скорострельные двадцатки дают просто сокрушающую огневую мощь и лишь немного не дотягивают до орудийной батареи Фокке-Вульфа. Правда, вот скорость в такой конфигурации будет куда хуже. А вот на маневренность вооружение такого уж сильного влияния не оказывает. И в том, и в другом случае «Фридрих» чуть маневреннее А5 и американцев, но вчистую проигрывает японцу и советам. Но достаточно сравнений, пора в бой. Если мы находимся в топе, то с учетом всех характеристик самолета лучшим выбором будет исполнение роли эдакого орла. Забираемся на самый верх оптимальной высоты и летаем над полем боя, высматривая наиболее уязвимого противника. Естественно, о бодром виражном рубилове лучше сразу забыть, поскольку преимущество у нас в скорости, которую мы быстро растеряем при активных маневрах. Исключение составляют только тяжелые истребители, с которыми мы можем столкнуться на больших эшелонах. Собственно, и список приоритетных целей зависит от нашей ниши. В первую очередь уничтожаем высотных противников, затем самолеты, имеющие более высокую скорость. Ну а на закуску можно оставить хоть и маневренные, но медленные самолеты. Конечно же, лучший прием атаки для «Фридриха» — это бум-зум. Важно только не оставаться надолго на малой высоте. Так что либо уходим на большой скорости по горизонтали подальше от скопления противников, либо сразу возвращаемся на высоту. Несколько слов о борьбе с тяжелыми истребителями и штурмовиками. Несмотря на мощное вооружение нашей машины, от лобовой атаки лучше воздержаться. Ведь некоторые противники могут быть укомплектованы очень крупными калибрами, которые не только могут повредить наш двигатель, но и запросто уничтожить первым попаданием. Жаль, но вечно летать в топе у нас не получится. Но и на дне списка «Фридрих» вполне может показать, кто в небе хозяин. Правда, от союзников лучше не отрываться, да и совсем наверх не лезть. У нас хоть и высотный самолет, в боях старших уровней мы будем такие не одни. В остальном тактика особо не изменится, только вот в лобовые уж лучше не ходить. Ни с кем. Вроде бы ничего не забыли, давайте подводить итог. Линейка 109-х Мессершмиттов, конечно, очень разная. Каждый самолет в ней имеет свои неповторимые повадки и особенности, и Bf-109F продолжает эту славную традицию. Возможно, поначалу машина покажется проходной, но по мере игры грамотный пилот поймет, что это один из самых универсальных самолетов. Главное — правильно подобрать пресет вооружения.
Так что пробуйте, экспериментируйте. Фридрих вам в этом поможет.